Серия Honor 200. Флагманская камера с оптической стабилизацией и режим двойной HDR позволит снимать портреты профессионального уровня даже против солнца. Серия Honor 200. Про портреты. Всем привет, уважаемые зрители моего канала, с вами снова Solid, и переходим сразу к делу. В правом углу у нас стоит разовый рацион питания армии Польши, и вот здесь такая красота, среди которой мне нужно выбрать конкурента вот к этому пайку. Ну, давайте поступим логически. Конечно, я бы выбрал вот этот. Но мы сразу порвем тогда его, это будет неинтересно, он суточный, этот-то разовый, поэтому сразу в сторонку. С другой стороны, естественно, мы могли бы выбрать вот такую малюську, но опять же, мы его, во-первых, видели, во-вторых, он влезает в мой карман, а этот уже не влезет, следовательно, можем проиграть. Ну и остается у нас вот этот герой, паёк, специально разработанный для десантуры. Впрочем, это тоже применяют десантники Польши, поэтому противостояние накаляется. Начнем, как полагается, с упаковок. Сразу видна разница в подходе, потому что Европа давным-давно перешла на полиэтилен вместе с Америкой, а наши до сих пор клепают вот такие картонные, но при этом водонепроницаемые упаковки, которые очень надежные, имеют вот такую ручку, что не может не радовать меня, да? В пустую коробку при необходимости можно налить воды буквально с ручья, ее как-то отфильтровать, и будет все хорошо. Здесь подобная функция крайне затруднительная, поэтому сразу нашим балл. По аналогии с его старшим суточным братом, здесь также 7 разных меню, причем я выбрал самое редкое, уж не знаю почему, 7-е оно является самым редким. На борту находится 3480 килокалорий, что не может не радовать. Здесь же вообще насчет калорий они постыдились писать, ничего не написано. Поэтому нашим балл за информативность. А им балл надо дать за вес, потому что паёчек получился очень легкий. Наш все-таки весит почти 1,5 килограмма. Уже пора, ребят, переходить к вскрытию. Получается вот такая красота. Вот что это такое, ребят? Вот польский может уместиться буквально на краешке моего стола. Давайте сразу для наглядности вскроем наш. Нас здесь встречает наша любимая дырочка. Ну, разложили мы красоту, давайте поговорим с вами о структурке. Ну, невооруженным взглядом видно, что тут всего больше, и мы практически победили. Ура! Но мы имеем дело с западными ценностями, поэтому, возможно, не все так просто. Давайте начнем с хорошего. У нас 2 блюда. Я по-прежнему считаю, что это разовый паёк, потому что на меня это один раз, вот считаю, вот полкилограмма. 2 балла нашим. Польский ответ — это вот такая огромная консервная банка, которая похожа на нашу, обратите внимание, но чуть-чуть другого образца. Здесь 300 грамм блюда. Им тоже, естественно, балл надо поставить за это. Даже 2, пожалуй, потому что сытно. Галеты. У нас 3 упаковки. 2 балла за то, что такое количество, и 1 балл за разнообразие. Здесь же все гораздо скучнее, господа. Вот они, 4 штуки всего. И они одинаковые. 1 балл им. Из дополнительных вкусняшек у нас вот такие 2 штучки, 2 балла нашим. И у них то же самое практически. Поэтому тоже будет справедливо 2 балла поставить. В польском пайке здесь, внимательно, есть вот такой батончик в красной этикетке. И у нас есть достойный ответ. Не в каждом нашем военном пайке есть вот такая прелесть. Это называется фруктовая палочка. Но тем не менее это полноценный аналог. Поэтому балл-балл. Насчет разогревателей, вот здесь уже начинается разница, потому что у нас это классический наш таганок с 3 таблетками и также добавочные спички, балл нашим за наличие. Здесь гораздо интереснее. Во-первых, тут находится вот все в такой красивой упаковке, беспламенный европейский разогреватель. Последняя модель. Также 1 балл за наличие и еще 1 балл за удобство. Это гораздо безопаснее, удобнее и не надо бояться никаких пожаров в любую погоду. К сожалению, наши так и не научились класть всякую мелочевку, вот типа вот этих таблеток, салфеток, сахара и так далее в отдельный пакетик. Это минус, поэтому им балл, у них отдельный пакетик, это очень удобно. Здесь находится вот такой наборчик, который состоит из пакета для мусора. Автоматически даже 2 балла я поставлю им за это, заботиться о природе. Влажная салфетка, им 1 балл, но у нас-то 3, поэтому нам можно поставить смело 1,5 балла. Впервые. Половину с***ли. Я, может, что-то плохо понимаю? Далее, соль и перец, но это стандарт, у нас тоже самое есть, поэтому балл-балл.
конфеточка Рофик. У нас есть ответ. Повидло. Бал-бал. А вот на это у нас, к сожалению, нет ответа. Жвачка Хулитол. Хули от нее толку, поэтому полбалла. А вот такой я вижу, ребят, впервые. Знаете, что это такое? Это же та самая туалетная бумага, которая сделана на советском картонно-рубероидном заводе. Они это выпускают для солдат. Обратите внимание на количество. Да мне такого никогда не хватит, вы что? Плевок в сторону солдата. За наличие балл. У нас есть ответ. Вот, что может быть проще. 3 обычных салфетки, тоже балл. Отдельное внимание удостоены столовые приборы. Ну, во-первых, опять же, по-европейски все находится в отдельном пакетике. Видите, как они заботятся о том, что все было чисто. Также у них есть вот еще дополнительные, если тех не хватит, вот такие сухие салфетки большего калибра для серьезных мужчин. Вот. Ну и, наконец, сравнение ложек. Европейская, вот такая матовая, и наша, глянцевая. Визуально мало чем отличается, но по качеству... Все. Вот я всегда говорил, что у них говно. У нас это несгибаемость. Ее, если захотеть, можно в узел завязать. Блин, ее даже можно в обратную сторону, по-моему, выгнуть. Да, прикинь. Она вообще научились. Это даже не рывок, это надрыв. Да, и сразу 3 можно больше черпать. Поэтому, несомненно, вот отсюда снимаем. Это полный шлак, хотя выглядело красиво. А сюда 3 балла нашим, конечно. Так ее уже нет. Насчет напитков. Ребят, мы тут самые лучшие, потому что у них один вот такой скромный пакетик в какой-то коричневой упаковке, но, правда, большой. За это можно 3 балла поставить, видать, что-то вкусное здесь. Но главное даже не это, к нему идет трубочка. У нас 2 кофе растворимых, 1 чай, 1 молочный напиток, который можно есть и в сухом виде, и разбавить в воде, и добавить в кофе, как угодно. И еще 2 концентрата напитка сухого бодрящего. Вот сколько здесь надо баллов наших поставить? 1, 2, 3, 4. Ты умеешь считать? 4, 5, 6. 6. 6 баллов. А что 7 поставил? Ну, где-то мне зачтется за это. Ну ладно, давай половиночку снимем, чтобы для ровного счета. Там все равно криво было. Вот почему наш десант гораздо сильнее, чем какой-то польский. Здесь 2 вида шоколада. Один армейский, а другой паста шоколадно-ореховая. 2 балла сразу, им даже не снилось. И вишенка на тортике, тот самый легендарный поливитаминный комплекс вместе с инструкцией по применению. Вот здесь вот все о нем. Ну а чтобы вообще в край добить наших западных непартнеров, здесь еще есть вот такая автономность. 3 таблетки для обеззараживания воды. То есть в самых неподходящих для жизни условий, сложнейших, где грязная вода, вот это все, солдат может пить воду. Ничего подобного нет. Им наоборот нужно воду, чтобы сюда заливать что-то. Я уже чувствую, все, ребят, я чувствую голод. Я не могу просто так сидеть. Давайте готовить. Да, блядь. Она не открывается. Почему? Ты с контрацепцией так же, да, дома? Пока открыл, Цеп? запал прошел, да? Ну вот, нормально. Потом, говорят, женщины в стране недовольны. Стабильность. Этому таганку, наверное, лет больше, чем мне, и до сих пор стоит на вооружении. Мы решили приготовить весь паёк целиком, накрыть, так сказать, поляну. Получилось очень много. Почему так много? Потому что десантура больше всех бегает, больше всех работает. Именно поэтому им надо есть сытно и плотно, что мы сейчас и будем делать. Первое блюдо на дегустации — каша рисовая с говядиной. В упаковке выглядит сомнительно. Ну, окей. Вывалили ее как кулич, получилась красота. Для тех, кто думает, что тут рис липси, как-то все это некультурно, да ни хрена подобного. Вот на тарелке, смотрите, спокойно можно все это размешать. Из плюсов сразу отмечу, что стало мясо побольше и даже виден лучок. Поэтому смело вот так берем. Ну, наверное, это был первый блин комом. Из минусов огромное количество масла, тут им все пропитано. И вот тут столько, что она даже мешает адекватному восприятию данного блюда. Причем, ладно бы, подсолнечное. По ощущениям, такое какое-то кисло-соленое. Чуть-чуть не хватает соли. Здесь есть аж 5 грамм. То есть ты открываешь пакетик и вот со стола не сходишь.
ты его обратно не запакуешь никуда. Вот в первое блюдо чуть-чуть, и во второе чуть-чуть сразу, вот так вот сверху. И остается 4,5. Вот куда это мне? Ну нет, это я не ем, что такое. Слабенькая, кстати, соль. О! А еще если перчика сверху бахнуть, он тут тоже есть молотый. Тоже сверху вот так вот берете. И вот это. Во. Обалдеть. Боже мой. Настоящий обед десантника. Кстати, первый раз пробую с майонезом армейское блюдо из пайка. Во, ребят, попробуйте обязательно, потому что это совершенно другой вкус. Но буду строг. Если у вас нет майонеза, то это 3 из 10. Если с майонезом, то 5. 4 ставим. Блюдо очень быстро съедается, потому что, баночки очень маленькие. 250 грамм всего, я уже от этого отвык. Зажрался. Следующее блюдо называется мясо птицы тушеное. Состав замечательный. Мясо цыплят, морковь, соль, зелень, перец черный молотый. Все, ничего лишнего. Причем, если вот в целом посмотреть, то, на мой взгляд, здесь гораздо больше моркови, чем мясо цыплят. И очень много воды. Ой-ой. Как оно выглядит, такое оно и по вкусу. Вот как вы его себе представили, когда я его открыл. Вот точно такое же, доверьтесь мне. Немного зелени, огромное количество морковки, которая только отторгает меня от всего процесса. Надо, знаете, такое получается с вкраплениями неприятными. Чуть-чуть добавить перца для богатства вкуса, потому что состав скучен. Чуть-чуть не хватает чего-то такого, типа подливочки, знаете, как в европейских пайках. Вот она. Банальностью, но она работает. И галеточкой. Мне кажется, мы до этого блюда и не дойдем. Я его сейчас сюда вывалю. Это стандартная икра кабачковая, чего о ней лишний раз говорить, она везде одна и та же. Ну, с мясом, ребят. Первый раз такие впечатления. Говорю, как есть. Без кабачковой икры блюдо очень скучное. Надо подсалывать, перца добавлять. В общем, его надо как-то украшать. За это я ставлю 8 баллов икре. А за блюдо тройбаш. Давайте чем-то все это запьем. Например, кофе. Затолкали сюда 20 грамм сахара, насыпали молочный напиток и залили кипятком. Естественно, получилась красота. Практически двойной капучино. Из плюсов это сладко. Благодаря сахару. Так хорошо стало. Из минусов абсолютно некачественное и отвратное молоко. Потому что оно не растворилось и ощущается как песок. Вместе с шоколадкой, кстати. Обратите внимание на шоколад. Это же потрясающе. Приехал мне этот паёк, сразу скажу, издалека. Поэтому он пережил все тяготы и невзгоды почтовой службы. Но поверьте мне, по вкусовым данным, он даже улучшился. Знаете почему? До этого он был такой темный и очень прочный. Ты его попробуй разжуй. А благодаря температуре он как будто бы пористый стал. Плюс. Поэтому сразу за шоколад 10. Я это обожаю. Пять баллов Злаков. Так, ты кто? Сейчас кингстончики надо уже открывать, все. Значит, пока небольшая передышка. Напомню, что нужно подписаться обязательно на мой основной канал, то бишь на этот. Поставить лайк, а кто хочет поддержать канал полноценно, можете пройти по ссылке в описании и подписаться на Бусти. Там вы увидите ролики первыми, потому что они выходят раньше, да еще и без рекламы. Вот такой вам бонус. Спасибо. Блин, совсем забыл, ребят, про таблетку. Вот здесь вот на верхушечке лежала. Здесь есть все для того, чтобы быть красивым, умным, смелым, сильным, как я. Правда, вкус у него такой себе. Сейчас. Ай, бля, какая-то хуйня. Слух. Где написано, что скуф, а? Ну что ты разделся?
Жара! Это пипец. Фух. И поскольку здесь напитков дофига, давайте продолжать. Значит, у нас есть два напитка, которые называются быстрорастворимый со вкусом черной смородины. Но это ладно, вы посмотрите, какой водой мы его разбавляли. Все по канону, все true. Все в меня. И два. Отлично. Так бодрит летом. Ты чувствуешь? Ставлю 4 из 10 за то, что здесь огромное количество сахара. По сути, я разбавил с водой сахар. Все. А тут его и так много. 80 грамм на паёк. Дальше идут вкусняшки. Вот такая палочка-выручалочка. Замечательно выглядит. Вот просто она аж блестит. Кому не нравится, извините. Мне все устраивает. Чернослив. Чувствуется натуральность. Есть даже вкрапление орешков. Естественно, высокий балл. 7. Следующий деликатес называется паштет печеночный со сливочным маслом. Выглядит вопросительно, потому что он должен быть чуть-чуть, на мой взгляд, светлее. Но сейчас плюс 30 градусов, возможно, тут уже что-то такое интересное началось. Но не печеночный запах это уже. Ты, кстати, знаешь, почему говорят, что запах слышат? Вот объясните в комментариях, как можно запах слышать? Я его чувствую носом. Зато какой мягкий. Боже мой. Это кайфец. С галеточкой. Ну-ка, из муки обойной. Это другая галета совершенно. С вкраплениями ржаной муки. Кайф. Ничем не отличаются друг от друга. До 35 лет я не любил печенку. Сейчас начал разбираться в оливках, в печени, в молоках. Полное отсутствие соли, полное отсутствие перца, каких-то специй. Это просто печень с маслом. Все, вот как зато не обманули. 7. Ну а теперь переходим к чаепитию. Обратите внимание, здесь чаек называется рамук. Все потрясающе, все было бы хорошо, если бы не один тонкий момент. Вот это вот молоко, оно опустилось на дно. А я чай размешивал ложкой. Я честно пытался ее растолкать. Оно даже не размешалось. Вот этот весь песок превратился в осадок. Оу, слушай. Чувствую себя индийцем. Кстати, некоторые рекомендуют пить в жару именно горячий чай. Вот представьте, вы ходите вот такой из бани, распаренный, пьете кипяток, вас ломает инсульт. В общем, по баллам я ставлю за чаек, за такой эксперимент 5 из 10. Мне не особо он понравился. По поводу вот этого, это отдельный разговор. Надо попробовать все-таки. Подожди. Чего? Песок. Это песок. Как будто с пляжа. Такое ощущение, как будто хлебные крошки какие-то. Вот, ну, серьезно. Из добра здесь осталось шоколадно-пастовая ореховая. Мы такое едим обычно зимой, поэтому летом для меня такой попробовать праздник. Как будто кому-то слезал. Мне какой-то, как его, фетиш. При этом галетку не трогать. Это знаете, как в детстве у нас было? Дарят вам киндер-сюрприз. Ты его вскрываешь, вот весь шоколад в утиль идет. Интересно, что внутри первым делом. А у меня все наоборот. Я шоколадку жрал. Кайф. Куда? Но тут есть свои тонкие моменты. Летом это надо есть очень аккуратно. Очень аккуратно, потому что, видите, все. По поводу Apple повидлосов. Давайте смотреть. Точнее, есть. Что на нее глядеть-то, а? Красота. Вот она. Галеты доест мой оператор. Это тебе. Это недопустимо. Как мне это повидло достало, если честно. И вот сейчас я их накажу. 4 балла. Потому что ничего нового они не смогли придумать. Ну, куча же джемов есть, куча вариантов. Ну, положите вы что-то новое, изобретите, пожалуйста. Будет круто.
нас ждет еще впереди польский паек. Погнали! Перед тем, как трапезничать, давайте все-таки сравним салфетки. Наша желтая и их Бефреш. То руки липкие после всего нашего. У нас обновленное тряпочное салфетище. В меру влажное, вообще ничем не пахнет. Польский аналог, кто бы сомневался. Вот у них во всей Европе одна и та же проблема. Бумажная салфетка. Почему это минус? Вот почему. Она рвется буквально от любого касания. Тут хрен порвешь. Но пахнет, конечно, Европа. Так, я что-то... Да, не отвлекаемся. По инструкции перед разогревом консервную банку нужно вот так размять. Далее все привычно. Пихаем, заливаем, закрываем в картонный конверт и ждем. Бурной реакции, кстати, не было. Очень-очень медленный разогрев, но зато равномерный и долгоиграющий. Это хорошо. Ты с такими же потугами на унитазе сидишь, да? Это как сердце, ты чё, какие потуги? У меня ассоциация с нормальным. Да? С нормальным? Европейское сердце бьется, смотри. Первое основное блюдо, и, к сожалению, единственное, называется макароны по-болонски. Можно без перевода понять. То же самое можно увидеть у нас. Макароны по-флотски, да, все созвучно. Но есть некоторые отличия. Допустим, здесь вместо мяса использован тот самый легендарный соус болоньезе, от которого я просто схожу с ума. Я не могу терпеть. Чуть-чуть посолить, чуть-чуть буквально соль не хватает. Вот шашлычок, прям с дымком я ощущаю это. Боже мой, как это прекрасно. И обратите внимание на количество соли. Тут всего 2 грамма, если не 1,5. Все тепленькое, все мягкое. Вот эти пружины в виде макарон, они буквально расщепляются на молекулы. Отдельный момент насчет разогревателя. Он какой-то обновленный, потому что, во-первых, он до сих пор работает. Слышите этот звук? Он прям кипит. А во-вторых, у него приятный запах. Это странно, обычно пахнет такой химозой, и невозможно этим дышать. Тут почему-то пахнет чаем. С грибами. Какая долгоиграющая послевкусие. На меня снизошла европейская ценность. Это продажная скотина, блядь. Заграничную трескают. Не бросайтесь на Заморское. И несмотря на то, что это блюдо просрочено на 15 дней, для меня это свежак. И хрен вы меня остановите! Почему так мало? Вот где взять еще? Конечно, 10. А послевкусие-то какое? Потому что, вот, допустим, брать наши блюда, какое ни попробуй, любое, послевкусие плюс-минус одинаковое. Отдает небольшой кислинкой, не очень приятно, если честно, соленьями и каким-то маслом. Тут совершенно другое дело. Нежное и при этом с нотками перца, которые ты не ощущаешь в момент поедания пищи. Это очень прикольно. Нет никакой кислоты вот этой, что-то там. Ты кто? Уйди. Не жри его. Следующее блюдо больше всего напоминает колбасный фарш, который мы можем увидеть в том числе и в наших пайках. Хрень. Не соленый, вообще не соленый. Отвратная такая, как будто бы свиная выжимка. Как это назвать? Очень много жира. Вот. Запах. Ёб твою мать! Запах вот как будто в деревню свинью только что порезали. Вот всем вот этим вот пахнет, да, что она до этого ела. Вот это типа естественный запах мяса свиньи, да, вот хочешь люби его, хочешь нет. Полное отсутствие всевозможных приправ. Вообще ничего нет. Давайте хотя бы перца добавим, чтобы чуть-чуть сбить вот это ощущение. Жесть. И послевкусие оно такое аж сластит. Напоминает молоко, но почти как баран, короче. Только гораздо хреновей. Так-то ничего. В принципе, когда много ешь, не замечаешь. Помните один момент. Если наш паек мы аккуратненько дегустировали, ели, то этот паек мы уничтожаем.
Хрень, блин. Ой, хрень. Два. Это невозможно есть, честно. Как черт. Аккуратней, Витя. Аккуратней. Вы думаете, вы меня остановите? Ни в коем случае. Двигаемся дальше. Насчет галет. Это отдельный разговор, потому что таких галет нет нигде. Ближайший родственник это украинский паёк, но и то, там они гораздо мягче. Оно по жесткости примерно такое же, как баранки. Либо плитка керамогранитная такая. Называются эти галетки, только не смейтесь, СУ-1. И всего здесь 4. Ой. О! Вот поляки, страна контрастов. По жесткости это невозможно есть. По вкусу, ну вкуснее редко что видел из галет в пайках. Очень пряные. Есть семена укропа. И само тесто, оно, знаете, ну другое, молочное. Чувствуется даже какой-то такой яичный желток. Вот отголосок американщины тут все-таки есть. Больше 5 за это не имеет смысла ставить, поэтому 6. Вот они повторяшки за нами. А вот у нас же то же самое. Только они сюда зачем-то прилепили какую-то лишнюю бумагу, которую хрен оторвешь. Она же несъедобная. Это очень неудобно, особенно летом отдирать, оно все липнет друг к другу, видите? Ты весь зафаршмачишься этими руками, короче, чтобы ее отодрать. Короче, вместе с бумагой можно. Оп! Как вы это делаете? Объясните мне. Почему это по вкусу гораздо вкуснее, чем наш чернослив? Ну да, тут гораздо больше орехов. Возможно, какие-то ягодки добавили. Она не липнет. Структура классная. Легко разжевывается. На деснах никакого осадка. Междущечье свободно. Ну вот это, конечно, жесть. Поэтому 9. Особый кайф, когда ты этот батончик запиваешь водой. Европейской. Из французской фляжки. Вот. Это у нас аналог нашего повидла, да? Просто у нас натуральность, а тут желатин вбахали. А знаете, для чего он нужен, желатин? Чтобы ты вот так на галету выдавил, и оно никуда отсюда не делось. Неповторимый, насыщенный вкус лесных ягод, в частности малины. Знаете такую фишку, что в лесу всегда все вкуснее? Потому что дикие растения, они выделяют гораздо больше сока, им приходится выживать. Они не пропитаны домашним уходом. При этом сахара минимальное количество. Кисленький, слюна выделяется вперед меня. 10. Дальше идут конфеточки. Здесь есть вот такая кофик. Это за место кофе на полном серьезе, потому что здесь содержится кофеин. Ты вот такой берешь, рассасываешь, ну и получаешь какой-то заряд бодрости. Очень мягкий, не особо сладкий, кофейный привкус, при этом уничтожающий все предыдущие послевкусия, которые у меня были до этого. Ну вот минут 20 я так еще буду делать. Поэтому давайте перемотаем. Короче. Пять из 10. Блять, тут муха прилетела, застряла в этой конфете, блин. Вместо того, чтобы положить в этот паёк еще одну баночку тушенки маленькую, они все запихнули конфеты в количестве 2 штук, и они же бессмысленные. Вот для кого они это делают? Вот зелененькая конфетка, по вкусу дюшес. Не дать не взять, вот все как в Советском Союзе. О, она хоть ломается. Как будто я лимонад пью, буратино. По баллам ставлю 6, она чуть-чуть получше. Ну и завершающие вкусняшки, вот такие маленькие подушечки, жвачки хулитол. В принципе, это правда. От них толку нет, они баллов не прибавят сюда. Погнали. Мягкие, очень мягкие. По формату гораздо меньше, чем привычные орбиты, но по вкусовым данным они намного превосходят. Знаете, как термоядерные конфеты есть, которые либо слишком кислые, либо слишком сладкие. Вот это туда. 7 можно поставить сверху. Также есть вот такой чай. Он гранулированный, заливается исключительно холодной водой и заметьте, как быстро растворяется. Конечно, можно было все это приготовить в стандартном пакете из пайка, но вы тогда цвета не увидели. Поэтому все ради вас. Погнали.
О боже. Кстати, по вкусу очень сильно напоминает наш аналог. Поэтому такой же балл. Такой же балл. Так. Блин. Сейчас, секунду. Где этот скуф? Ты что там делаешь? Польский пошел. И как это польский наш обогнал? Как говорится, победил сильнейший. Очевидно, что наш лучше, он более автономен, привычен нам и неприхотлив к погодным условиям. На огне разогреть можно все что угодно, а вот без пламени вещь ненадежная, хотя и безопасная. На самом деле прошли на тоненького, потому что если сравнивать суточные версии рационов, то там, к сожалению, поляки нас... Ну, в общем, есть чему поучиться. Но по соотношению цена-качество мы, конечно, впереди. Можете сами проверить. Напомню, что подобный наборчик ИРП я разыгрываю среди вас, уважаемые зрители. Для участия необходимо написать любой позитивный комментарий, быть подписанным на канал и поставить лайк. Победителя объявлю в следующем видео. Ребят, ну на этом пока что все. Спасибо, что досмотрели. Спасибо за поддержку. Не забывайте про лайк, скиньте видос другу и желаю вам всего хорошего. Берегите себя и своих близких. Всем удачи, всем пока!